Всем привет! При посадке хвойных растений нужно обратить внимание на несколько несложных правил. В первую очередь, хвойные растения, любые, должны быть закрыты корневой системой. Или, как правило, это растение в контейнере. Или, если это взрослое растение, земляной ком, завернутый в мешковину. У хвойных растений очень нежные корни, и они не выносят пребывания на открытом воздухе. Высаживать хвойные растения в открытый грунт можно в любое время года, и даже зимой, если позволяют погодные условия и не мерзлая земля. Ответственно относимся к выбору места посадки. Красивая маленькая елочка со временем превратится в красивую большую елочку, а пересадить ее мы уже не сможем. Хвойные растения мы садим один раз и навсегда. Выбираем самое красивое место и учитываем, что ничто не будет мешать растению. И, что немаловажно, выросшее растение не будет создавать нам трудностей. Это голубая ель Majestic, сеянцам уже 3 года. Освободилось место для посадки, и на их примере я покажу, как я высаживаю хвойные растения в грунт. Ранее уже была высажена такая елочка в открытый грунт. Она заметно подросла и распушилась, и выглядит старше, чем такие же сеянцы в контейнерах. Ничто не ограничивает рост корневой системы, больше питательных веществ. Растет на открытом солнечном участке, без затенения. Имеет красивый голубой окрас, открытое пространство, достаточное количество солнечного света и удачное место посадки дают возможность развиваться растению и радовать нас не один год. Хвойные растения можно выращивать в контейнерах, но необходимо регулярно делать перевалку и увеличивать объем контейнера. Эти 3 елочки тоже посадим в открытый грунт на постоянное место. Место для посадки выбрано. Готовим посадочную яму. Она должна быть больше, чем контейнер или земляной ком. Заполняем яму грунтом и поливаем. Я использую лесную землю, она очень рыхлая и легкая. Считаю такой грунт самым лучшим вариантом для хвойных растений. Затем достаем растения из контейнера. На что нужно обратить внимание. Эти елочки были недавно посажены в контейнеры, и корневая система еще не успела полностью заполнить горшок. Перед тем, как извлечь растение из контейнера, необходимо хорошо его полить, чтобы не рассыпался земляной ком и не оголилась корневая система. Аккуратно высаживаем елочку, опять поливаем. Для мульчирования отлично подходит хвойной опад. При посадке любого хвойного растения в открытый грунт не забываем, что нельзя заглублять корневую шейку. Высаживаем растение на том же уровне, на котором оно росло в контейнере, или поднимаем чуть выше. Но заглублять ни в коем случае нельзя, иначе мы рискуем спровоцировать загнивание. 3 елочки высажены на открытом участке на значительном расстоянии друг от друга. Позже подсажу к ним хосты. На зиму ничем укутывать не нужно. Никакие удобрения и стимуляторы я не использую. И можете забросать меня тапками, но я считаю, что удобрения для хвойных растений необходимы только производителям удобрений для хвойных растений. Всем пока, до новых встреч, и пусть растения вас только радуют.